Приветствую, друзья! О компании Binary, честно говоря, я раньше даже не слышал, однако они совместно с известным англоязычным блогером GIS Audio выпустили достаточно серьезные, с какой стороны ни посмотри, гибридные наушники Chopin, базируются которые на 8-миллиметровом керамическом динамике и целых 3 кастомных балансных арматурах. Выглядит модель не сказать, что очень броско, но со вкусом. О них сегодня и поговорим. Собственно, поехали. Пришли наушники в интересно открывающейся картонной коробке с наименованием модели, заводским графиком АЧХ и перечнем ее технических характеристик, где стоит отметить 8-миллиметровый динамический излучатель с применением керамики и 3 кастомных балансных арматуры, которые в сумме дают импеданс равный 12 Ом при чувствительности в 122 дБ. В комплект нам положили макулатуру, недорогой пластиковый бокс, 2 мешочка для сохранности, щеточку для ухода за наушниками, ну и, конечно, набор серых силиконовых амбушюр, пользоваться которыми можно, однако по качеству они значительно уступают КБР-07. Кабель на вид довольно-таки простой, что подтверждается его сопротивлением 28 Ома. Однако он гибкий, витой и, что куда важнее, сразу на балансном штекере 4,4 мм. По желанию его, конечно, можно заменить, но прямо-таки необходимости в том я не вижу. Сами чашечки выполнены из приятного на ощупь матового пластика с 2 отверстиями компенсации, металлической вставкой с внешней части и 2 же установленными в звуковод сменными фильтрами Nose. Смотрятся они достаточно просто, зато удобные, да и звукоизоляция у них просто отличная. Вот так, друзья, это все и выглядит. По измерениям здесь очень быстрый, с высокой амплитудой импульс, незначительные расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие 1,1%, что немного, но выше нормы. Фаза ведет себя естественно, затухание на 30 и 60 дБ составляют классические уже значения, без хоть каких-нибудь возмущений. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 9,5 дБ с хорошим таким заходом на середину, аналогичная амплитуда выделения области разборчивости, пик имитации ушной раковины и еще один на 8 кГц для усиления резкости звучания. После чего нам подсветили только 13 кГц, чтобы добавить звук воздуха и слегка подчеркнуть перкуссионные инструменты. На фоне Moondrop Aria 2 у нас, как видите, чуть хуже дела на нижней середине, зато лучше с линейностью на высоких частотах. Hidis MP145 с медными фильтрами выглядит еще ровнее, но с более выраженными акцентами на 8 и 16,5 кГц. То есть это, хотя и не совсем каноническая, но теоретически верная реализация кривой Хармана 2019 года. Шикарная настройка, у меня к ней вопросов нет. По подаче же Binary Chopin реально подкупают своей интимно приближенной сценой, приятной аналоговой теплотой, отличным масштабом, динамикой и сочными такими хорошо прорисованными образами. То есть здесь выдержан неплохой баланс между музыкальностью и околостудийной аналитичностью. Согласен, до магнетичности T-Audio Hype 2 героям обзора еще далеко, однако слушаются они довольно-таки интересно, имеют акцент на мелодике, неплохую выразительность и, что куда важнее, тут намного лучше с телесностью и объемом, чем у тех же Moondrop Aria 2, Hidis MP145 или Kefine Clonar.
Да, это все очень разные по цене и схеме излучателей наушники, но с весьма схожей настройкой и аналогичной презентацией. На фоне их Шопен на самом деле строит естественную, насыщенную и просто сверхувлекательную картинку. Хотя, конечно, тоже со своими особенностями. За бас здесь, как вы знаете, отвечает небольшой динамик, но кроме глубины и веса с ним мы получили очень неплохую прорисовку текстур и грамотное сочленение его со среднечастотной составляющей, где хватает и точности, и объема, и той самой завораживающей экспрессии. Эмоции действительно тут бьют ключом, так что скучным или пресным такой звук точно не назовешь. Если же сравнить герой обзора с новенькими Симгот EA1000, то и тут они не ударят в грязь лицом. Да, Симгот намного чище, четче, драйвовее и техничнее, однако они и заметно агрессивнее, и не такие комфортные и атмосферные, как Шопен. Впрочем, даже по скорости и уровню прорисовки герои обзора вполне способны им противостоять, не говоря уже о том, что Шопен куда лучше сбалансированы и по внутренним ощущениям уютны. Хотя идеальными я их тоже не назову. На высоких частотах по мне так выбрали не самый удачный фильтр. Радует, конечно, что они тут сменные, но верх на фоне достаточно насыщенной середины получился слишком уж резкий и воздушный. Понятно, что тем самым усиливается общее четкое звучание и акцентируются различные нюансы и оттенки звукоизвлечения. Однако на фоне сочного такого мясистого баса и хорошо сбалансированной середины высокие выглядят какой-то белой вороной. Еще раз подчеркну, фильтры тут сменные, так что фактически это не является проблемой, но непосредственно характер звучания от того немного страдает. Впрочем, это уже совсем вкусовые моменты. По звуку они ближе, наверное, к Hype 2, но по уровню слегка до них не дотягивают. Зато на слух намного детальнее и разборчивее, чем T-Audio. Ну а на фоне всяких бюджетных решений типа Think the Food или Симгот EVO 200 они так вообще короли. В стилистике ограничений для них я особо не вижу. Настройка тут отличная, так что ничего ярчить, пилить или резать точно не будет. Низкие частоты едва ли не эталонного качества, а середина довольно-таки живая, интимно выдвинутая и, я бы даже сказал, певучая. На источник они тоже каких-либо серьезных требований не налагают. Однако подключать их к совсем уж слабомощным девайсам я бы тоже не рекомендовал, как и ко всему откровенно бюджетному. Пробовал их с копеечными мобильными ЦАПами, увы, до раскрытия там очень далеко. Зато с серьезным стационарным усилителем и чем-то достаточно мощным Шопен вполне оправдывают свое громкое имя. В остальном звука вполне хватает запала и техничности, чтобы на высоком уровне отыграть как тяжелую, так и, например, сложную академическую музыку. Ну а для джаза или чего-то вокально ориентированного найдется и динамика, и хорошо очерченное пространство сцены, и мелодика с подчеркнутой эмоциональностью. Да и сам звук здесь предельно собранный, с прекрасной разборчивостью и очень неплохим разделением инструментов. Не самый топ, конечно, но с решениями из второго эшелона модель вполне способна потягаться и даже в чем-то их превзойти. А стоит Шопен, напомню, около $200. Итогом гибридные четырехдрайверные наушники Binary Шопен удобно сидят, почти ничего не весят. Материал корпуса, на этот раз матовый пластик, вполне неплохой кабель в комплекте и удобная эргономичная форма чашечек. По настройке сюда можно докупить сменных фильтров от Knowles, однако и то, что мы имеем в стоке, довольно высокого уровня. Настройка ближе к Harman 2019 года, но отличается
отличается от него лучшим выделением низких частот и куда более ровным верхом. По подаче же у нас хорошо сбалансированное звучание с интимно приближенной сценой, достойным по массе и глубине басом, теплой, мелодичной и при этом достаточно подробной серединой и просто сверхдетальные воздушные верха. По мне, так можно было их немного утеплить теми самыми фильтрами, но производитель, видимо, решил иначе. Впрочем, я даже понимаю, почему настолько четкий и динамичный верх исключительно положительным образом влияет на средние частоты, да и на всю музыкальную картину в целом, поднимая общее разрешение, подчеркивая динамику и заостряя атаки. Получилось реально очень масштабно, выразительно и в достаточной степени подробно. Отличное универсальное решение под абсолютно любую стилистику и источник. Главное, выбирайте его помощнее. А на этом, друзья, у меня все. Это были наушники Binary Chopin. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подписывайтесь. Всем, друзья, добра!